Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. После видео, которое обнародовало страшную историю изнасилования китаянки рептилоидами, поднялась большая шумиха. Не только вы, дорогие зрители, стали спрашивать про дальнейшую судьбу бедной девушки, но и представители прессы из различных стран мира стали мне писать на почту. К сожалению, вас слишком много, и я не в силах отследить каждого и понять, кто действительно журналист, а кто агент специальных сил, чья задача отследить мое реальное нахождение. Поэтому я принял решение вместо интервью дать огласку следующим материалам, которые у меня есть. В архивах сил специального назначения США все документы по данному делу маркируются как «Проект Дитя». Поэтому все видео касаемо этой истории также на нашем канале будут находиться в плейлисте под названием «Проект Дитя». В целях безопасности моего источника все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Эллен шла по коридору, который был тускло освещен двумя лампами над входом и одной над табличкой «Выход». Подняться в этот коридор можно было на лифте или по лестнице. Девушка ходила 5 этажей по лестнице, считая это обязательной спортивной нормой для себя. В этот вечер Эллен должна была проверить жизненные показатели двух пациенток, размещенных в отдельном блоке. Все казалось немного странным. Да что там немного, все казалось очень странным. Но работа устраивала Эллен. Все-таки здесь платили несоизмеримо больше, чем на ее прошлой работе в клинике Джуна в Оклахоме. Режим был закрытым, но это не интересовало. Главное не задавать вопросов и правильно делать свое дело. Здесь все-таки Вашингтон. Эллен зашла в первый бокс. На койке под огромными панелями, оснащенными различными датчиками, располагалась девушка, укрытая белой простыней. Кроме койки в палате находились устройства поддержания жизни, автоматические системы фильтрации и подачи воздуха. Еще 2 дня назад девушка находилась под герметичным колпаком. Эту особу Эллен про себя называла китаяночкой. В сущности, она и была китаянкой. Красивая, как фарфоровая куколка. Простынь вздымалась крупным животиком. Девушка была беременной. Эллен проверила показатели приборов, осмотрела катетеры и заменила капельницы. Их приходилось менять раз в 3 часа, и каждый раз препараты менялись. Китаяночка все время спала, но так было и нужно. Для чего? Эллен просто проявляла лояльность и не задавала вопросов. Да и внешность главы Центра исследований не вызывала желания откровенничать. Скотт Санторини держался дружелюбно, но всегда дистанцировался. Ограничивался вежливым приветствием и распоряжениями. Но также от Эллен не укрывалось, как Санторини оглядывает ее бедра и попку, подчеркнутые белым халатиком. Эллен вышла из первого бокса и направилась по коридору ко второму. На двери было написано «Инкубатор номер 2». Вот еще странность. Боксы назывались не родильными отделениями, а инкубаторами. Из распоряжения по закрытому проекту «Дитя». После расследования инцидента, произошедшего с Юнь Фэньхунь, вагинальное вторжение, совершенное инопланетными существами рептилоидного типа, далее Наги, окончившееся беременностью, приказываю перенаправить часть научно-исследовательских сил на сопровождение всего срока беременности вплоть до родоразрешения, обеспечивать сохранность Юнь Фэньхунь, далее живой инкубатор до родоразрешения. После провести специализированные исследования. Если в теле инкубатора не будут выявлены генетические или иные изменения, то инкубатор перевести в стадию летаргии с поддержанием жизненных показателей с целью дальнейшего применения в качестве инкубатора. После родоразрешения обеспечивать тщательный контроль и жизнеобеспечение новорожденного гибрида Нага и представительницы монголоидной расы, живой инкубатор. Считать дату родоразрешением начала реализации проекта «Дитя». Подпись. Джон Вайтович, глава Центра специальных исследований и операций. Спустя 4 месяца. Джон Вайтович давил на газ, игнорируя машины на его полосе. Объезжал, подрезал и гудел мигалкой на весь квартал. Так было не принято, но он активно пользовался. Дорога была открыта для него, пожалуй, еще и для скорой помощи, пожарных и полиции. Вопреки протоколу безопасности, глава Центра специальных операций сам сидел за рулем и сам же себя охранял. Для этого у него имелся старый добрый Desert Eagle в нагрудной кобуре, а в багажнике на специальной подставке лежал надежный пулемет РПК. Да, именно РПК.
Уж что-что, а оружие эти русские делать умели. И воевать умели как черти. Войтович ехал напротив кинотеатра «Аладдин», матерясь про себя на латиносов, оседлавших своими задницами ступеньки у входа. Русские были упорные малые, чуть не угробили самого Джона в Югославии. Интересно, их разведка в курсе, какие исследования ведутся в США. Джон Войтович припарковал машину на заднем дворике у невзрачного здания, где располагался небольшой конференц-зал. Здание было законспирировано под заброшенный бумажный цех, но при этом отлично охранялось и имело все необходимое оснащение. Внутри стоял солдат, который кроме охраны помещения занимался регистрацией посетителей. Джон Войтович ответил на воинское приветствие: «Доктор на месте?» «Так точно, сэр, ожидает в кабинете, где была установлена необходимая техника». Войтович кивнул и направился по лестнице на второй этаж. Доктором называли главу, куратора всех исследований по инопланетным существам, связанных с их анатомией и физиологией. Им был Скотт Санторини. В кабинете мужчины сдержанно поприветствовали друг друга, Войтович сел за свое привычное место за столом. Санторини же сел в велюровое кресло. «Господин Санторини, вами были получены определенные результаты по проекту «Дитя»?» Доктор кивнул. «Да, вы хотели бы прочитать официальный отчет или...» Войтович взял протянутую папку и отложил ее в сторону. «Полный отчет, разумеется, будет изучен мной позже. Сейчас я хотел бы услышать именно ваше мнение». Санторини улыбнулся, у его ног лежал кейс-дипломат. Доктор поднял его на колени и раскрыл. Достал видеокассету. Брови Джона Войтовича поползли вверх. «Это VHS? Где вы выкопали ее, док?» Санторини снова усмехнулся. Эта усмешка зачастую бесила Войтовича. Вот и в этот раз в голове офицера промелькнула мысль. А ведь доктор итальяшка. Господи, куда катится Соединенные мать их штаты? А ведь был же когда-то Юг Америки, была конфедерация, и все к черту. Мы специально используем видеоаппаратуру, так как любой цифровой аналог может быть считан в процессе демонстрации или загрузки на сервер. Вы же сами приказали соблюдать тотальную секретность. Войтович молчал и ждал, пока доктор итальяшка вставит видеокассету в магнитофон. Додуматься же, делать запись на VHS, соблюдая секретность. Доктор, конечно, был асом в медицине и исследованиях, но инициатива в плане секретности была абсурдной. Войтович вспомнил, как примерно на таких кассетах он просматривал порнофильмы с бойкими немочками, но это было давным-давно, еще в военном училище. Потом необходимость в этих кассетах отпала сама собой. Появились девицы, которым можно было легко присунуть. Наконец-таки Санторини вставил кассету, взял пульт от видеомагнитофона. «Вас интересует процесс родоразрешения или мне перейти сразу же к испытаниям и исследованиям эмбриона?» «Ой!» Войтович поперхнулся кофеем, который налил себе из автоматической кофеварки, пока Санторини мучил магнитофон. «Сразу к испытаниям!» Санторини включил перемотку, на экране появился белый препараторский стол, на котором располагался препарированный эмбрион. Из официального отчета анатомических исследований эмбриона. Скотт Санторини. В процессе родоразрешения инкубатор погиб. Эмбрион был извлечен посредством частичного рассечения влагалища совместно с маткой. Внешний вид эмбриона – вытянутый продолговатый корпус не более 25 см в вытянутом положении. Без фиксации стремится к сворачиванию в кольцо. Спина и подбрюшье покрыты плакоидной чешуей. На отростках внизу и вверху для упрощения руки и ноги зачаточные когти и роговевшие пластины. Эмбрион прожил вне тела инкубатора 24 часа. После жизненная активность прекратилась. В настоящее время эмбрион препарирован, выделены основные органы, мозг, железы и скелет. Войтович встал из-за стола. Он был в ярости. «Вы что, угробили эмбрион?» Санторини флегматичным лицом вынул кассету из магнитофона и убрал ее в кейс. «Не мы его угробили, а организм не выдержал условия вне инкубатора. Не нужно орать, господин Войтович». Джон немного остыл. «Но я же приказывал обеспечить!» Сейчас уже Санторини повысил голос. «Обеспечить что? Невозможное? Я повторяю, организм эмбриона не мог существовать вне инкубатора. Изучите отчет. Может быть, он успокоит вас. Получены отличные перспективы. Нами исследуются железы. Кроме того...» «Что кроме?» Санторини приблизился к столу. «Нами сейчас курируется второй инкубатор». Войтович, присевший на стул, снова встал. «Как? Откуда?»
Санторини высокомерно оглядел офицера. В гонадах эмбриона нами была выделена семенная жидкость. Да, можете представить себе, у эмбриона была развита половая система с возможностью оплодотворения. Понимаете, что это значит? Войтович прекрасно понимал, любой эмбрион мог стать потенциальным сырьем для оплодотворения, разумеется, медицинскими методами любой земной женщины. Это означало, что проект «Дитя» не замыкался на одном эмбрионе. Опыты можно было продолжать до тех пор, пока не получится вывести жизнеспособную особь. Да, понимаю. Вы должны продолжить опыты до устойчивого результата. Что у нас в сухом остатке по вашим исследованиям? Санторини направился к кофеварке и вынул из подставки одноразовый стаканчик. Давайте обговорим некоторые нюансы, господин Войтович. В первую очередь, давайте будем выбирать тон в нашем взаимном общении. Мы работаем по разным ведомствам, и вы возглавляете все проекты, но тем не менее, я не ваш подчиненный. Войтович кивнул, а Санторини продолжил. Научные подробности не скажут вам ничего. Но если вкратце, то мы получим доступ к новым материалам, веществам. Возможно, мы произведем массу открытий в медицине, что впоследствии можно будет использовать и по вашему ведомству. Доктор, я уже давно не воюю. Хотя тут вы правы. Если результаты можно будет использовать для решения военных вопросов, то исследование имеет правильный вектор. А что по второму инкубатору? Кто она? Санторини холодно посмотрел в глаза Войтовича. Вас это и правда интересует? Из личного блокнота дневника Скотта Санторини. БТНка доставлена в Центр исследований в бессознательном положении. Прекрасный экземпляр для будущего инкубатора. Мы решили не отступать от первоначального варианта. Подобрана девушка на пике репродуктивной способности, 23 года, монголоидной расы. Если точнее, то кореянка. В настоящее время размещена в блоке номер 2 для предварительной подготовки. Мной еще до разрешения инкубатора номер 1 было проведено УЗИ плода и выявлен факт заполнения гонад эмбриона семенем. Проведена чрезбрюшная пункция. Семя было выделено и законсервировано. Завтра планируем провести оплодотворение инкубатора номер 2. Весь процесс вынашивания длится от 3 до 4 месяцев, без формирования яйца в классическом варианте размножения рептилий. Отмечено, что матка инкубатора уплотняется и кальцинируется, но в недостаточном объеме. Именно это и является причиной летального исхода при родоразрешении – обширные разрывы матки. В настоящее время инкубатор номер 1 пребывает на сроке возможного отхождения вод. В ближайшие дни наблюдение усилено. Внизу страницы дневника была приписка. Это медсестричка Эллен. Весьма недурна собой. Меня очень возбуждает ее попочка. Жаль, Войтович, скорее всего, прикажет ее ликвидировать своим отморозком. Через 3,5 месяца Санторини на всем ходу мчался в служебном автомобиле в Центр исследований. Специалист, курирующий ведение эмбриона, заменивший Эллен на основном посту, орал в трубку. «Господин Санторини, у нас все признаки. Готовимся к симулированию движения плода. Центр перейден на закрытый режим». Санторини спокойно выслушал крики подчиненного и ответил. «Спокойно, не нужно орать. Возьмите себя в руки. Дежурная группа на месте? Отлично. Действуйте по протоколу сохранения эмбриона. Я буду через несколько минут. Вы сообщили о предстоящем Войтовичу? Нет? Отлично. Никому не сообщать». Санторини вошел в палату и приблизился к столу. Инкубатор был без сознания. Простимулируйте и приведите в сознание. Роды должны пройти естественно. Соблюдаем полный комплекс мер при естественных родах. После извлечения прификсируйте инкубатор к койке, а эмбрион положите ей на грудь. Врачи-ассистенты переглянулись, что не укрылось от глаз Санторини. Если эмбрион покинет, я лично вас отстраню. Вы знаете, что это означает для вас. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше. И на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе «О канале». Если я вам не ответил, значит я еще проверяю вас. Ведь специальные службы всех стран объявили охоту на меня. Но вместе мы заставим власти раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.